Сегодня мы разберем одну из самых мрачных и притягательных загадок планеты — историю Йети. И сразу оговоримся. Это не очередные страшилки для ночных посиделок у костра. Перед вами рассказ, собранный из безумных фактов, рассекреченных документов и реальных улик, которые десятилетиями предпочитали не выносить на свет. Вы узнаете, почему за снежным человеком охотились спецслужбы Советского Союза и структуры нацистской Германии, зачем голливудские звезды выносили кости из буддийских монастырей, и что на самом деле показал самый дорогой дезоксирибонуклеиновый анализ в истории поисков этого существа. И в конце мы ответим на главный вопрос. Если эти гиганты действительно существовали, то куда они исчезли? Пристегнитесь, потому что реальность оказалась сложнее и холоднее любого мифа. В 1958 году в Советском Союзе происходит нечто немыслимое. Академия наук Советского Союза, организация, славившаяся своей жесткой рациональностью и скепсисом, официально создает комиссию по изучению снежного человека. Это не кружок энтузиастов и не фантазия ученых-фриков. Государство выделяет финансирование, экипирует экспедиции и отправляет их в одну из самых опасных и труднодоступных зон планеты — на Памир. В горы идут не блогеры с камерами, а военные, кинологи с элитными служебными собаками, ботаники, антропологи и профессора. Их цель предельно ясна — обнаружить биологический вид, поймать его и изучить. Если живым взять не получится, доставить тело. Условия экспедиции были на грани человеческих возможностей. Высота, на которой не хватает кислорода даже для ясного мышления, пронизывающий ветер, выворачивающий кости и постоянное ощущение опасности. Местные проводники категорически отказывались идти в некоторые ущелья. Даже под угрозой расстрела они шептали, что там живут дикие люди, способные отрывать головы чужакам. По ночам участники экспедиции слышали странные звуки. Не волчий вой и не рев медведя, а крики, пугающе похожие на человеческие, но слишком мощные для наших легких. По утрам они находили огромные отпечатки босых ног на снегу, там, где любой человек лишился бы пальцев от обморожения за считанные минуты. Собаки, обученные бросаться на вооруженных преступников, жались к ногам проводников, скулили и отказывались брать след. В этих горах явно было нечто, что пугало даже закаленных офицеров. Причина, по которой Советский Союз вообще ввязался в эту историю, крылась в теории профессора Бориса Поршнева. Он утверждал, что йети — это не миф и не мистика, а реликтовые гоминиды, потомки неандертальцев, которые не вымерли десятки тысяч лет назад, а проиграли борьбу за ресурсы, отступили в труднодоступные регионы и постепенно одичали. Для советской идеологии поимка такого существа была бы идеологическим триумфом, живое доказательство эволюции, удар по религиозному мировоззрению, наглядная демонстрация промежуточного звена, которое рычит, ест сырое мясо и ходит на двух ногах. Это была гонка, сравнимая по значимости с космической программой, только вместо ракет искали мохнатого гиганта. Но экспедиция вернулась ни с чем. Ни тела, ни пленника, лишь размытые фотографии следов и сотни свидетельств очевидцев. Почему тысячи людей видели монстров, но никто так и не смог их поймать? Наука объясняет это эффектом изоляции и пареидолией. В экстремальных условиях — холод, нехватка кислорода, постоянный стресс — человеческий мозг начинает достраивать реальность. Тень от камня превращается в силуэт, треск снега, в шаги преследователя. А в группе, где все напряжены и ждут чуда, возникает цепная реакция. Достаточно одному сказать «я вижу его», и через секунду его видят все. Но если советские ученые вернулись с пустыми руками, то в Гималаях, казалось, доказательство существования йети лежало буквально на поверхности.
Ради него пришлось провернуть ограбление, достойное голливудского сценария. В Непале, в изолированном буддийском монастыре Пангбоче, веками хранили священную реликвию — засохшую черную кисть с длинными скрюченными пальцами и грубой кожей, которую монахи почитали как руку Йети, защитницу обители. В конце 50-х об этом узнает исследователь Питер Бирн и понимает, что если вывезет реликвию в Европу, это станет сенсацией века. Деньги не помогли. Монахи отказались, опасаясь проклятия. Тогда Бирн привлекает друга, голливудскую звезду Джеймса Стюарта. Вместе они подменяют реликвию грубой подделкой из человеческих костей, а настоящий палец вывозят через границу, спрятав его в белье жены актера, зная, что таможенники не рискнут копаться в дамских вещах. Когда кости попали к ученым, они выглядели пугающе правдоподобно, слишком массивные для человека, но слишком похожие на нас, чтобы быть медвежьими. Криптозоологи были в восторге, пока в 2011 году дезоксирибонуклеиновый анализ не показал прозаичную правду. Палец принадлежал человеку, а сама рука оказалась ритуальным сборным артефактом из костей, кожи животного и консервирующих веществ. Мы искали биологию там, где была лишь мифология. Однако были истории куда страшнее. В конце XIX века в Абхазии охотники поймали дикое существо — женщину по имени Зана. Почти двухметровая, покрытая густой шерстью, с нечеловеческой силой, она рычала, не говорила и жила как зверь. Ее держали в яме, затем приручили, и она жила при людях, таскала тяжести, переплывала бурные реки и рожала детей от местных мужчин. Долгое время ее считали живым неандертальцем, пока в 21 веке генетический анализ не показал. Зана была стопроцентным Homo sapiens, женщиной африканского происхождения, вероятно, жертвой рабства, одичавшей в изоляции. Мы превратили трагедию человека в легенду о монстре. Оставалось последнее — знаменитая пленка 1967 года, снятая Роджером Паттерсоном в Калифорнии. Существо на видео шло уверенно, с необычной походкой, с перекатывающимися мышцами под шерстью, с пропорциями, не характерными для человека. Десятилетиями эта пленка считалась главным доказательством существования Бигфута, пока современные технологии стабилизации не показали детали костюма, а сосед Паттерсона не признался, что именно он был в шкуре, сшитой из лошадиной кожи и набитой спортивной защитой. И все же легенды не возникают из пустоты. В 1935 году в китайской аптеке палеонтолог Густав фон Кёнигсвальд находит гигантский зуб примата. Так наука узнает о гигантопитеке, существе ростом до 3 метров и весом до полутонны. Энтузиасты тут же связывают его с легендами о Йети. Но биология безжалостна. Анализ изотопов показал, что гигантопитеки были узкоспециализированными вегетарианцами, которым требовались десятки килограммов пищи в день. В горах они бы просто умерли от голода. Они вымерли, и это факт. Последний удар по мифу был нанесен в 2014 году, когда профессор Брайан Сайкс проверил десятки образцов шерсти, приписываемых снежному человеку. Почти все они оказались шерстью обычных животных или даже синтетикой. Но 2 образца из Гималаев совпали с дезоксирибонуклеиновой кислотой древнего полярного медведя эпохи Плейстоцена. Вероятно, в высокогорьях до сих пор живет редкий подвид или гибрид медведя, который часто встает на задние лапы и в тумане легко может быть принят за человекоподобного гиганта. Так, куда же исчезли йети? Они не вымерли. Они растворились в эпохе высокой четкости, глобальной системы позиционирования, тепловизоров и камер 4000К. Мифы живут в размытых силуэтах и страхе.
Чем прозрачнее становится наш мир, тем меньше в нем места для чудес. Йети ушли туда, откуда пришли, в человеческое воображение. Но где-то среди ледяных вершин все еще может бродить огромный медведь с генами ледникового периода, и если вы встретите его на узкой тропе, без связи и света, поверьте, эта встреча окажется куда страшнее любого мифа. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.